юношеский чемпионат? Да, 76-й год, Тбилиси, январь, вот, как всегда игралось в январе. Я был по-прежнему самый молодой участник, но уже был, если не один из фаворитов, то, в общем, претендент на медали. Во всяком случае, я себя так рассматривал. Все-таки в предыдущем первенстве я набрал +2, причем проиграл ту победнейшую последнюю партию Ермолинскому. То есть был, в общем, в шаге от медали. И такую задачу, в общем, мы там с Никитиным ставили уже. То есть, в общем, попробовать реально побороться за медаль. Интересно, что вдруг в турнире решил принять участие Леня Зайд. Он стал чемпионом в 1974 году. Вот. Он был сильный мастер. Все-таки в 1975-м как-то у него как-то не складывалось. И почему-то решил сыграть снова. Начал я турнир удачно. Перед последним туром ситуация такая. У меня и у Рафика Габдрахманова по 6,5 очков. У Стурова 6. Вот. Стуров играет белыми с Габдрахмановым. Вот. Ну и понятно, что как бы Рафику будет нелегко, потому что там как бы поддержка своего поля. Да. Вот. А я играю белыми с Ланкой. И вроде бы у меня такая благоприятная ситуация, но есть проблема. По всем параметрам, как бы, ну вот если посмотреть на раскладки перед последним туром, в общем, мне надо выигрывать, если я хочу взять первое место. Ну, другое дело, что как бы ничья гарантирует мне там второе место, серебряную медаль, но хочется уже больше, вот, естественно, вот. И вот партия с Ланкой, значит, это повторение партии с Юртаевым. Причем интересно, что вот в Мородце, ну, все-таки еще опыта не хватает. Если Ланка вдруг ни с того ни с сего начинает играть этот дебют, то значит, что-то он приготовил. Но я там помнил, что есть усиление по сравнению с партией с Юртаевым, но Ланка тоже подготовил усиление, причем позиция, понятно, что опасная. Как бы вот сейчас бы я даже не глядя сказал, так играть нельзя. Ну и, конечно, машина сразу показывает, как черный там получает перевес. Вот. Но меня как в тот момент это, ну, не особенно, как бы, ну, опять, волнует. Я просто думаю, что у меня есть маленькое усиление, как бы, да, и, в общем, и партия начинает неудачно складывать. Но потом как-то я выкручиваюсь, и ситуация на доске стабилизировалась. То есть, ну, у меня король, правда, в центре бегает, но, тем не менее, как бы все уже вроде укрепилось, и позиция такая, ну, неясная. Вот. У меня какой-то страшный цейтнот, там, значит, там я там все там подставил, потом Ланка все подставил. Ну, в общем, мы там проскочили там 45-й ход контрольный. Вот, позиция, он там выиграл пару раз просто в один ход. Вот, значит, ну, опять, тогда же часы же нажимать надо, поэтому непонятно, сколько там времени оставалось. В общем, ну, несколько ходов лишних мы делаем. И когда, значит, там, как обычно пишут, значит, там дым сражения рассеялся, значит, как бы ситуация прояснилась. И партия, значит, откладывается в эндшпиль. Ланка записывает свой ход. В принципе. Вот, значит, и вот получается такая позиция. Значит, там уже все значит, причем понятно, что дым сражения был совершенно жуткий, потому что на доске уже ничего не остается. То есть остается вот такая позиция. Да, вот такая позиция. У Ланки 2 слона, у Зигрутуса. Вот, у меня ладья. Так, да, по-моему, пешка на P6, да, вот так. Вот. Представляешь, да, как все это крутилось туда, ураган смел фигуры отсюда. Ну, понятно, что как бы 2 слона, это, конечно, есть огромная сила, причем у них есть пешки, которые могут защищать, как бы, слоны имеют защищенные позиции. Но пешек мало, и эти слабые пешки, значит. Это хорошо рассуждать все. Ланка записывает ход, значит. Ну, потом уходим, как бы, анализировать. Значит, ну, как бы, наша команда маленькая там была, значит, там какие-то друзья подходят, значит, анализируем. Ну, естественно, 2 хода. Слон b2, слон f3, напасть на пешки. Да? Значит, вот. Ну, слон f3, видимо, был сильнее ход, все-таки, да. Но, с другой стороны, так понимаешь, что, скорее всего, такой ход не запишут. Ну, потому что он открывает возможности больше атаки. А здесь все-таки шаха нету. Слон b2 ход более напрашивающийся. Потому что сразу атакуют пешки. Вот. И мы смотрим на ход слон b2, значит, смотрим там ладья c4, но, в общем, ничего не получается. И вдруг в какой-то момент, значит, когда, значит, такая довольно отчаянная ситуация, предлагает вот, наш знакомый из Армении, тренер, он предлагает ход ладья c2. Значит, после взятия тогда шах и ладья g2. Значит, связать слона. Такой неожиданный ход. Я воспрял духом. Интересно, как. Вот, в общем, мы начинаем смотреть, в общем, как бы, ну, потом начинаем слон в 3 смотреть, в общем, ну, опять, понятно, что, как говорится, анализы там на скорую руку делаются, там, буквально 2 часа. Да, на усталости еще, да? Ну, естественно, да. А кроме того, и, значит, важно еще, где мы играем. Играем же во дворце шахмат в Тбилиси.
Значит, это, тогда по тем временам это был вообще как бы шахмат, ну, реально дворец шахмат. То есть его там построили, ну, как бы на пике, в общем, развития как бы грузинских шахмат женских. Но вообще это было место такое, знаешь, как бы там, шахматный храм. Ну, турнир сам шел вот в фойе. Естественно, много швейцарской системы. Но в последний тур игрался на сцене. Просто сцена Тбилисского дворца шахмат. Там, причем там, по тем временам там, ну, опускались там даже вот эти... там стены можно было смотреть, значит, из фойе можно было смотреть на турнир. В общем, ну, да, конечно, по тем временам что-то невероятное было. Вот. И мы играли на сцене. Ну, вроде, я говорю, на скорую руку проанализировали, как бы, вот, я уже вдохновился, что, наверное, сейчас спасаюсь, как бы, после, если слон b2 точно спасаюсь, слон f3 тоже, как-то нам казалось, какие-то есть возможности. Ну, что делать? Ну, значит, второе место получается, потому что, ну, коэффициент у меня ясно, что хуже будет. Вот. Значит, ну, Ланка... Исполняет? Ну, исполняет за него судья, он открывает конверт, записан, слон b2, я тут же хожу ладья c2. Он довольно быстро, ну, он бьет на a3, в общем, как бы, какое-то время потратил, но явно для него было неожиданностью. Вот. Но тут принципиально же, что, как бы, что белый король, в общем, что мы успеваем уйти сюда, значит, в принципе, и что после нападая на слона и отрезаем короля. В принципе, значит, да. Отрезаем короля, как бы, вот. И так как черный король не успевает проскочить сюда, то дальше, ну, в общем, через некоторое время, там, как бы, несколько ходов мы еще делаем, как бы, ну, и партия начинает, как вот там начинает двигаться, мой король подходит сюда, вот, как бы, и достаточно быстро фиксируется. По-моему, король F5 пошел, по-моему, здесь, да? Король F5, ладья E7. Да, король F5, ладья E7, да. Слон E5. Он здесь ходит слон E5 даже, да. Потому что иначе белый король просто быстренько успевает сюда. Ну, это достаточно понятно. А дальше начинают происходить события, значит, Ланка думает. Я сижу на сцене такой. И смотрю в зал. А в зале сидит Асланов, значит, Александр Арифович. Какие-то, значит, ну, там, друзья наши какие-то сидят, там, значит, обсуждают что-то. А он смотрит, я вижу, что он просто пишет что-то там. Ну, Бугль считает. И вдруг я вижу, что у него лицо меняется. И я начинаю соображать, что-то происходит. А надо сказать, что Асланов обладал феноменальной совершенно памятью. То есть он мог считать, там, какие-то там, перемежать какие-то гигантские цифры. Он там запоминал там 30 слов, там, значит, потом мог их в любом порядке воспроизвести. Вот. И то, что он начинает думать, вот, ну, то есть не думать, а то, что начинает проверять, ну, я, в общем, начинаю догадываться, что происходит. Значит, да? У него явно не сходится что-то. А произошло то, что, на самом деле, вот, бывают такие события. Вот в последнем туре вот как бы все, кто играл со мной, сыграли хорошо, а все, кто играл со Стуру, сыграли плохо. Но самое интересное было другое, что последней как бы каплей, как бы вот, значит, которая перевесила чашу весов в мою пользу, была партия Азмай-Парашвили Зайд. Вот он появился. Азмай-Парашвили Зайд. Да, появляется. Стуру играл с Зайдом. И причем эта партия тоже доигрывала, что самое интересное. Она доигрывала где-то там в фойе. Потому что Зайд играл плохо в турнире. Вот. И все, что надо было бы, как бы, чтобы просто Зайд не проиграл просто. Но так как никто это не считал, то Зураб у него выиграл. И ровно эти полочка, они оказываются решающими. Была партия Зураб-Зайд. Зураб Азмай-Парашвили. Да. С Зайдом играл. Да. Вы сказали Стуру, да? Если бы кто-то из грузин посчитал бы это самое, то, ну, Зурабу надо было только не выигрывать партию. При доигрывании, причем, знаешь, как бы, да. Вот. А это Зураб бы смог, как бы, изобразить. Я думаю, что, слушай, опять, кого-то волновала эта партия. Ну, понятно, что, как бы, там, надо было надо было ничью просто сделать. Даже не проигрывать, ничью сделать. Потому что в итоге, оказывается, там, если я правильно помню, там 49-48,5. То есть у меня просто бугольц, у меня одна полочка лучше, при том, что при равном бугольце следующий критерий был, ну, личная встреча, ничья, количество побед. У него было 6 побед, 1 поражение, но 5 побед, только 5 побед. То есть он бы стал чемпионом СССР. То есть, вот. Но никто не посчитал. Значит, как бы, значит, да, партия там, как бы, Зураб выигрывает, и Асланов понимает, что
так не может быть, но так случилось. И когда, значит, уже партия заканчивается, там мы делаем какие-то ходы, там, он там соглашается на ничью. И я помню, как он бежит по проходу, причем он был такой массивный был, ну, он бежит просто, сам говорит: Гарик, ты чемпион, меня хватает. В общем, этот момент был, конечно, невероятный. Я что-то долго не мог понять вообще как-то. В общем, все-таки стать чемпионом СССР, в общем, да. Хотя, конечно, я об этом мечтал, но все равно мечтать одно, а, в общем, реальный результат это другое. И на закрытии, как я помню, Быховский, Анатолий Абрамович, тренер, гостренер сборной СССР, молодежный, он что-то сказал там про турнир, про Маю Чебурданидзе, все. А потом сказал, ну что, про Каспарова, говорит, стал чемпионом СССР в 12 лет. Все, больше сказать. Больше сказать нечего. Все, как бы на этом. Вот. Ну, естественно, я там был полон самых радужных надежд, конечно, что там все уже, значит, здесь стал чемпионом СССР, значит, дальше все пойдет легко. На самом деле, вот интересно, будет практически 2 года будет, в общем, я бы не сказал разочарование, но будут очень трудные годы как бы формирования, на самом деле, уже профессионального шахматиста. При том, что мне казалось, ну как, понятно, там, мастером я должен стать автоматически. Скорее всего, я уже в силу мастера играл, наверное, в тот момент. Ну, хотя советские мастера все-таки отличались от сегодняшних, по силе игры. Но это звание мне достанется только через 2 года. То есть, на самом деле, будут очень, очень тяжелые 2 года будут, при том, что они будут наполнены работой, там, но тех мгновенных результатов, которые многие ждали, не получится. Вот. После турнира, значит, мы там, естественно, школа Ботвинника. Разбор? Разбор, да. Михаил Моисеевич был доволен. Как бы, доволен, да? Все-таки результат был. Ну и кроме того, на самом деле партии были хорошие, интересные. То есть видно было, что есть прогресс. Тут же опять важен же тренд. На самом деле, что есть прогресс. И в Баку тогда организуют турнир, там, мемориал Халил Бейли, мастерский турнир. Делали это для своих, как бы, да. Турнир-то делали для меня, но в итоге мастером Магеррамов станет. Хотя считали, что я должен стать мастером. Для меня это был первый такой серьезный мужской турнир. Но, в общем, не сложился турнир сразу. Не сложился. Играли мы на бульваре, тогда в нашем шахматном клубе. Там под аккомпанемент песен Пугачевой. На бульваре, в смысле, на улице, что ли? Нет, бульвар... Нет. Бульвар это... Павильонный клуб. Бульвар, да, просто... Бульвар это то, что сейчас называют азербайджанский, Бакинский бульвар. Это самый конец был бульвара, как, знаешь, там, где был старый шахматный клуб был, он находился, все-таки это конец бульвара был, поэтому там, в общем, как бы и май, все хорошо, весна, значит, как бы там, значит, в динамиках песни звенят, в общем, во втором туре, на самом деле, все решилось. То есть я во втором туре проигрывал Магеррамову, причем по дебюту сразу. Он мне там еще подставил пешку, у меня выигранная позиция. А я начинаю делать что-то невероятное. Потом еще зачем-то пожертвовал фигуру некорректно. Я, естественно, проигрываю партию. И по существу эта партия определяет, как бы, что он идет вверх, как бы, а я начинаю там как бы болтаться в турнире. В общем, там после 7 туров у меня там -2. И понятно, что как турнир закончился. Чтобы стать мастером, надо там выиграть все оставшиеся 6 партий. Из них 4 с приглашенными гостями. И когда тут уже все заканчивается как бы для меня, как бы это мастерский турнир, то я начинаю играть в приличные шахматы. Я там выиграл Яши Мурея, выиграл Каюмову прекрасную партию. Он, кстати, выиграет турнир потом. Проиграл Николаевскому, но выиграл Донченко. Кстати, партия с Донченко, она просто, интересна, потому что там как бы некоторые... такой прообраз того, как я там многие позиции буду трактовать в будущем. То есть, на самом деле, тоже это была моя личная разработка. Как бы я сам ее отрабатывал в испанской партии. Тогда все играли чегоринский вариант. В основном играли. И в этой позиции, как бы, вместо главного хода конь d2 я пошел d5. Ход, на самом деле, всегда как бы осуждался, как бы, но, в общем, я сам смотрел его, мне казалось, что интересно. Я вообще любил захват пространства. Да. Донченко пошел c4, как раз здесь начинается самое интересное. c4 ход, я думаю, очевидно, второсортный, по большому счету, плохой. Потом Кузьмин со мной будет, по-моему, слон d7 играть. Кстати, я тоже выиграю в первенстве СССР в 1978 году. У черных разные возможности. Есть слон d7, наверное, самое простое. Правда, тогда белые как бы ходят b3, немножко там подрезают. Могут подрезать коня немножко.
А вот c4 ход неудачный. И вот здесь как раз я свою разработку полностью, когда b4, cb-ab. И теперь интересная ситуация в том, что у черных проблема с конем будет опять, потому что как только он идет на b7, мы его встретим ходом b4. Вот. Так я пока могу как бы ждать его. И вообще этого коня отрезать. Я насмотрелся партии Карпова, где он там коня отрезал. Вот я думал сейчас сделать то же самое. Значит, там слон d7 было, там слон d2, там ладья c8, по-моему, он пошел, да? Там сейчас как бы у нас там слон d3, Да. слон e8 он ходил здесь. И пошел, по-моему, слон f1, да, было здесь. Слон d3, Слон e8. слон e8, слон f1. Слон f1 да, все пошел. правильно. Слон да, F1, и здесь, да, конь здесь d7. конь b7. Нет, конь b7. Конь b7, он пошел конь b7, да. да. Все, ну конь b7 тут же b4, естественно. Да, Вот и принимаем всё, его. подрезали. Все, конь теперь там, конь d7 он пошел. Ну, ему кажется, что сейчас куда-то переведется, в общем, да, значит, конь a3, конь b6, слон e3 я пошел здесь, да? Да. Слон e3, вот, конь c4, и здесь очень важно... Не, он слон d8 Не, сыграл. он пошел слон d8, Да. Все назад. да, ладья c1, И конь c4. конь c4, да. И кажется, что черный здесь нормальный. Вот здесь очень важно, что я бью слоном, и потом хожу конь d2, теперь заставляю слон на b5 стать. Потому что конь на b7, вот он. Вот на самом деле главная проблема. Слон b5 и обратно ладья a1. Ладья a1, a6 он пошел, по-моему, здесь. Он пошел h6. a6, Да. конь будет b5, ab, конь f1, слон g5. Ну, вроде черные все поменяли, все хорошо, ладья e2. И теперь выясняется, что на самом деле, даже если все поменять, в общем, в итоге вот конь на b7, Останется. да, просто он остается точно. Вот. И позиция уже проигранная. Я был страшно гордый вообще этой партией. Как бы, значит, вот, мне она очень нравилась, как вообще играл. Ну, там дальше достаточно просто уже, потому что он побил на e3. Да. Слон e3, конь e3, ферзь d8, ладья a2. Ну и выясняется, что если меняют ладьи, то белые захватывают линию, а ферзем вторгаются опять. Конь на b7 ничего сделать не может. Просто все там, все падает просто. Там, даже в коневых эндшпилях в итоге, когда конь c2, конь a3 просто пешку заберет. Этот конь никуда не ходит. Да, ладья b8 пошел, да, ну там дальше. Ладья b8, да, было? Да, там партия через... Ладья a7 или ладья a6, я не помню. Ладья 7. Ладья a7. Ладья a7, потом вторая ладья на a6 придет, как бы, ладья потом c7, ферзь на ладья ферзь. В общем, Ну, тоже будет горе. Я потом, когда был на сессии школы Ботвинника, значит, я хотел показать эту партию, а потом решил показать партию с Каюмовым. Там, значит, там какая-то партия была, значит, мне казалось, она более там эффектная, я выиграл. Там, я начинал говорить, Е4, конь Е2 пошел, я там странный ход сделал, значит. И планировал партию с Дончиком показать, да, потом думаю, там с Каюмовым, там красивые тактические удары, там пешку пожертвовал. Что-то Ботвиннику не понравилось. Е2 ходы какие-то делать вообще тут, да. Левые, да? Да, левые ходы, да. Значит, вот, Ботвинник... Я помню, я сказал, значит, когда конь Е2 пошел, в чем идея, говорит, спросил Ботвинник. Я говорю, ну, как d5, Е5, если он пойдет слон f5, я пойду тогда конь d4. Я задумался. Сказал, ну, уже может пойти Е6. Я говорю, как, я же слона забираю. Я посмотрел, сказал, да, говорит, ну, тут... В перспективе там, может быть, поле Е6, у коня есть так. Макогонов так играл. Интересно, да? Да, так задумал. Ну, понятно, что, скорее всего, как говорится, так бы не получилось. Вот, но как бы понятно. А Ботвинник кайфовал, когда вот вы с ним это все разбирали, да? Ну, это было на сессии, но вообще, да, он очень... Ему нравилось. Ему нравилось, да, вот опять все параллели проводить какие-то. Вот там кто-то сыграл так, значит, вот найти возможность... провести вот какую-то историческую параллель с тем, что там он видел в 30-е или 40-е годы. Как эти идеи могут трансформироваться во что-то уже конкретное сегодня. Там, сегодня. Нет, я имею в виду, что ему вы нравились, да, вот как бы да, энергия, естественно, это ему нравилось, да. Но при этом он очень критический. Вот, да, очень, да. Вот, как бы вот это... Игорь Георгиевич, а прогресс тогда шел комплексный? То есть вообще вот как шло развитие тогда? Вот явно какие-то же шаги, где-то подспудно что-то происходило. Может быть, результаты в то время, в 76 году были там, неважно. На самом деле, это, мне кажется, все-таки связано с возрастом еще. Все-таки, потому что, есть, наверное, некоторый, не знаю, предел восприятия. Знаешь, как вот есть, там, я не знаю, там, компьютерный диск, объем памяти, там, батарея, там, объем энергии, в принципе. Вот в 12 лет, наверное, все-таки трудно вот все это было воспринять сейчас. Сейчас говорят, сейчас, смотри, там, в 12 гроссмейстерами становится. Да. Значит, да, становится, но, во-первых, сейчас как бы возможности готовиться несколько другие. То есть, опять, это
способы получения информации стали принципиальными, играют гораздо больше они. Кроме того, я не знаю, сравнивать невозможно, но у меня нет прямой уверенности, что сегодняшние гроссмейстеры в 13 лет играют сильнее, чем я играл в 13 лет. Да, это был мой следующий вопрос. Это вот не могу сравнить, но, в общем, я смотрю на партии, дети показывают партии свои, понятно, многое научились, но пиковые партии мои, там 13-летнего возраста, в общем, они... Что поразительно, на самом деле, при том, что они сейчас могут просто открыть честбейс, взять варианты, подготовить. Причем важно сейчас, во многом сейчас то, что происходит, это все-таки уже на подготовке. То есть пришли, они какие-то стадии партии проходят сразу, потому что мы это уже знаем. Мы это уже знаем. Тогда же все-таки многие вещи были вообще в новинку. То есть, на самом деле, мы же, не то, что были первопроходцами, это все-таки, не отцы-основатели, шахматной теории. Тем не менее, все-таки простор для творчества был в дебюте был практически безграничным. Но, в общем, 76-й год складывается не просто, после мемориала Халил Белли, где я фактически проваливаюсь 50%. Эльмар становится мастером. То есть, тоже меня опережает. Это начинается наше начинает соперничество с ним. Ростик уже ушел, он стал мастером уже, но понятно, он начинает играть за армейский клуб. То есть, уже этого соревновательного фактора нет. Мы с ним отыграли раньше. А с Эльмаром начинается такое... Но очень дружеское. С Эльмаром у нас будут дружеские отношения, до сих пор сохраняющиеся. И потом мне сообщают, что я должен поехать на первенство мира до 16 лет. Оно еще не официальное тогда, кадетское первенство. Его только начали... Только ввели. Только ввели. Официально будет в следующем году, в 77-м. А в 76-м это была такая пристрелка во Франции. И тут возникает вопрос важный. А кто со мной поедет? Мне все-таки 13 лет. Маму, естественно, не выпускают. Почему? Потому что семью нельзя выпускать. Семью нельзя выпускать, потому что вдруг останутся. Это же просто правило советское. Опять сейчас его трудно объяснить. Но, тем не менее, вопрос мамы вообще не стоит. Но проблема и с Никитиным. Ему тоже закрывается за границей, между прочим, до 83... секундочку. В 76-м году Никитин должен ехать в Манилу на межнациональный турнир. Понятно. Потом ему закроют выезд в конце 76-го года, и до 83-го года он тоже выезжать не будет. А мне представляют Виктор Иванович Карта, знаменитый тренер из Львова. Но это как поощрение тогда же. У него прекрасные ученики. Ему в качестве вознаграждения поездка за границу. Я помню, мы с мамой поехали во Львов, там тренировалась, по-моему, сборная Украины, готовилась к спартакиаде школьников. Я познакомился с Картом. Но вообще, на самом деле, это тяжело все-таки, мальчику 13 лет. Вдруг новое совершенно за границу, причем надо выезжать же. Все-таки психологически такой шок. Я думаю, что там в нашем районе, в Баку, где я жил, вообще в Капстрану вообще мало кто ездил. Если вообще кто-то ездил. Я даже помню момент был, когда там даже надо проходить было же собеседование в райкоме партии. И я маленький, меня туда отвела парторг организации нашей школы азербайджанского языка, Галина Рустамовна. Она меня туда отвела, там райком партии, там бюро райкома, там все люди сидят, ждут, знаешь, когда... И там заходит по группам, и сидит там как строгая секретарша. А мальчик, а ты куда идешь? А там ей объясняет, что... В общем, я там сидел в уголке где-то там, что-то меня подняли, посмотрели. Царство абсурда такое полное. И, кстати, 76-й и потом 77-й год будет, когда я уже с Буховским поеду. Хотя я даже буду старше, но оба турнира провальные. Причем вопрос не даже в результате был. Я просто смотрю на партии. Если сравнить партии, которые я играл во Франции и в Тбилиси, понятно, что там огромная разница просто. Не складывалось никак просто. Я... видимо, шел какой-то подспудный процесс. Я не мог, просто не знаю. Чужая обстановка совершенно непривычная. Потом, понятно, там есть взрослый человек, который за тобой следит, но это совсем другая история. Он для меня чужой, я не знаю, с ним никогда не сталкивался, и потом никогда не буду сталкиваться. И турнир просто идет сразу наперекосяк. В первом туре я Вандервиллю проигрываю, очень, очень плохую партию. Потом какого-то я фраера обыгрываю, в третьем Чандлеру проигрываю.
тоже безобразную партию слушал. Ну, ты нас, понятно уже все, там, очко из 3 турнир как бы заканчивается. Я потом начинаю выигрывать какие-то партии, в принципе, я там в итоге я там разделю там 3-6 место, там наберу там +3, что ли, там, в общем, сейчас сколько я выиграл, в 4-м туре, в 5-м. В общем, я... Да, а 3-6. До 3-6, я +3, я наберу +3, я там выиграю 4 партии, но понятно, что не по силам результат. Причем партии, ну, в целом, так себе очень. Вот, видно, выиграл там у Роджерса какую-то партию в 8-м туре. Вот, ну, такая моральная компенсация была. А что за граница-то произвела впечатление? Нет, это другое дело. Да, это, конечно, произвела. Это конечно, производит впечатление, потому что, ну, все-таки это Франция, на самом деле. Привьера. Это капиталистическая заграница. На самом деле, я единственный среди тех, кого я знал, кто вообще оказался вообще в другом мире. Это вот как мир, который только в кино можно было увидеть. А потом мы возвращаемся, мы едем в школу Ботвинника. А Ботвинник был вообще категорический противник игры в швейцарках. То есть вот это турнир ему не нравилось. Все это очень... потому что надо ехать, надо выигрывать обязательно. Это плохо сказано с совершенством. Вообще надо улучшать качество игры, а не ездить вот на эти турниры. Но, с другой стороны, как бы Советский Союз, надо представлять его. И нам, я помню, обсуждаем, значит, результаты. Вот. Там сыграл, кто-то сыграл, значит. Да, кстати, говорит, вот Гарик тут ездил, значит, на этот турнир, в принципе. Провалился на этом турнире. То есть, на самом деле... То же самое... Радостно сообщил. Нет, скажет и в 1977 году, на самом деле, то же самое. Как бы. Я, кстати, помню, когда вот сейчас я истории, когда рассказываю, там, как бы на Западе, вот это, то у многих людей возникает шок. А как это, там, 3-е место, как это провалился? Я говорю, просто психология совершенно другая была вообще. Все, что не 1-е место, это не место. Да, все это провал. Вот это, с одной стороны, конечно, требовательность огромная, а с другой стороны, ну, это воспитывало просто, ну, характер, потому что вот только 1-е место. Кстати, вот потом у меня перейдет как бы дальше, когда мы играем там на Олимпиадах, там, как бы я вот тоже считал, что вот любое место, кроме 1-го, является неудачей. Как бы, да. Вот. Да, это чисто советское такое. Ну да, ну с другой стороны, это воспитание. Может быть, да. Нет, я просто знаю все, что когда я смотрю там какие-то соревнования, где участвуют наши, они так бронзовые медали, такое счастье. У меня до сих пор психологически... Чего вы радуетесь? Да, я понимаю. Да. Чего вы радуетесь? Вот надо брать 1-е место. Да. 76-й год, как бы вот он заканчивается там. Но также идут закавказские игры. Вот нас там, значит, это такой как бы междусобойчик. Азербайджан, Армения, Грузия, значит, и играются там матчи. Значит, там 2 вот этих матча идут, значит, 2 турнира, значит, один в Ереване, один в Тбилиси. И я, как в 1976 году, значит, начинаю, значит, обдумывать, значит, как бы, ну, тут надо расширять репертуар, надо, в общем-то, как бы становиться более универсальным, многоплановым. То есть, ну, опять, любая неудача, на самом деле, это же стимул к работе. И осень 1976 года это как бы работа над новым репертуаром. В принципе, значит. Белыми, наконец, я начинаю, значит, отрабатывать ход D4. Потому что я играл только E4, значит, надо ход D4. А черными, под влиянием Шакарова, начинаю смотреть на E4 Каракан. Значит, в принципе, да. Ну, Александр Иванович тогда работал очень много, он играл по переписке, значит, там куча анализов была, в Баку там все смотрели, все. Значит, в общем, будем играть Каракан. Не могу сказать, что это дебют по стилю был сильный, но тем не менее, как бы вот интересно. Мягко сказать. Ну, тем не менее, как бы он будет служить верой и правдой. Вот, пару лет. Вот. Значит, белыми, значит, D4, как бы я вот уже там отрабатывал это в Ереване на закавказских играх. Там я сыграл со Стурой, с Яляном, 2 партии, образ D4. Со Стура получил перевес, но в итоге как бы ничья получилась. А у Яляна выиграл приличную партию. Обе партии в ферзевом гамбите, кстати, были. Вот. Стуру я проиграю. Там, кстати, на самом деле у нас будет вторая партия черная, староиндийская, со слонов 4, такая медленная староиндийская. Я неудачно играл, проиграл. Вот. Потом я покажу эту партию Ботвиннику, он там даст рекомендацию. И как раз уже в 1977 году, в январе, я ее использую. И очень хорошую партию у него выигрываю. Ну, в последнем туре первенства СССР. Запоминающаяся, вот как партия в декабре, эта партия была с Сумбатом Лапутяном. Это было как бы в тбилисском сегменте вот этого турнира, значит.
Значит, Сумбат играл белыми, он пошел d4. Я играл стрендийскую, значит. Да, тут Вот. всё И чётко. Сумбат, значит, он играл тогда. Значит, Земеш, значит, рокировка. Рокировку я сделал, да, я почти уверен. Не, конь Не конь C6 я конь пошел. C6, Я пошел конь конь C6, C6, конь C6, слон E3, А6, ферзь D2, ладья B8, ладья B1 он пошел сразу здесь. Значит, ну это вообще-то как бы то, что и Магерамов со мной играл, ну, только при коне на E2. Вообще белые пытаются сразу как бы здесь захватить пространство, вот, значит, вот. Ну, как бы ничего такого страшного здесь нет. Рокировка, B4. b4. Здесь я сыграл Е7, Е5. Ну, в принципе, можно было слон d7 пойти, как бы пока еще. Можно было подождать еще было, потом, что белые будут делать. То есть, как бы нет, прямой нужды двигаться не было так. Но я хотел как бы сразу ситуацию определить. И как бы в этом-то и замысел у Путяна был d5, конь d4, конь Е2 пойти. То есть, белые в один присест конем на Е2 попадают. Потому что обычно, если они уходят на c1, потом снова приходится с этим конем бороться, возвращаться. Значит, а тут он как в один присест делает. Но я бить не собираюсь, я хотел пешку жертвовать. c5, значит, dc, bc. Ну, быть конем, как бы, может быть, как бы и не так плохо, но все-таки это явно не вписывается как бы, вот, в мои представления. То есть надо было все открывать. Как бы я взял. Ну, позицию ладья e8. Как бы я посчитать все не мог, естественно, но мне казалось, что что-то должно произойти. Вот. На самом деле, как бы, по-моему, после хода слон d3 здесь... Слон E2 он пошел. Ну да, по-моему, слон d3... Вот, да. Да, слон d3 как бы закрывала как бы тему здесь, все-таки опровергал замысел черных. Но, так опять, психологически человек же так не ходит. Ходит слон e2. И здесь вот одна из комбинаций, я причем сразу вижу, как бы, вот бывают такие моменты, когда вот удавалось увидеть сразу концовку. Вот так же будет с Топаловым в 99 году. Я вижу финальную позицию сразу. Вот, как, не знаю, как это получается, но сразу вот понятно, что вот я увижу последний ход. Вот она сразу все сложилось. И, значит, я играю c5. Вот. Тут Сумбат там задумался, но ему показалось, что он нашел опровержение. БЦ, значит, конь бьет Е4. Вот. Ну, тут игра началась. Фе, значит, ферзь H4 шах. Значит, ну, тут надо было слон F2 ходить, как бы, да. Но тут, но ему-то показалось Сумбату, что если G3, ладья B1, шах, король F2, выигрывает, да. И я просто этот момент зрительно помню, Сумбат ходит король F2, такой же подтянул, он всегда сидит вообще так селся, ровно селся. Он начинает так, он так смотрит, там все столпились, потому что, ну, такая партия, шах, ладья висит. И Сумбат начинает так приподниматься, так, значит, так, ну, как бы, ну, вот он практически встал уже полностью, да, я ему дал возможность чуть такой встать, значит, да, и быстро играл ладья b2. И он так поворачивается, и, в общем, ну, сильный шахматист, и он понимает, что произошло вообще, что на самом деле... Беда пришла. Пришла беда, значит, в общем. Но он собрался, в общем, он на самом деле нашел как бы единственный способ борьбу продолжать, как бы, да. Такая картинная позиция такая просто. Вот это... А в чем тут... тут просто... Бить нельзя шах. Слон d4. Ладья уходит отсюда, нападает сразу. То есть, вот. Но он собрался, он нашел единственный, я говорю, способ здесь продолжать борьбу. Разменяться король Е3. Мне кажется, даже он здесь немножко там воспрял. Но тут, значит, черным приходится качество возвращать. Вот. Но, с другой стороны, в общем, пешка поровну, но, конечно, все это мусор, да. Вот. И дальше, кстати, я хорошо выигрываю. Он пошел, как он пошел здесь? Он сыграл... И слон c3, бла-бла-бла. Слон d3 он пошел здесь, да? Да, слон d3. Слон d3. Слон b7. Слон b7. Ладья e1. Ладья e5, да? Да. Ну, Четко, да. Вот это все начинает падать здесь. Вот. Что он пошел? А4. А4. F5, да? F5, ладья B1. Да. Слон взял E4. Ладья B6, да? Ладья B6. Ладья B6, F4, да? Да. F4. Просто пешка двигаться начинает. Просто начинает лететь. Ладья B6, да, по-моему? F3. Да. Слон F1. Слон F1, слон F5. Слон F5, да, сейчас. Да. Король D2, F2, да, был? Или ладья 7 шах, король H6, король D2. Король D2, F2. Слон E2, слон G4, да? Слон G4. Да. Слон D3, ладья E1, да, по-моему, был? Ладья E7, слон F5, да? Да. Компьютерная такая уже игра. Да. Четко уже. Вот это исполнял я довольно быстро. Такое. Да, добивание такое было.
Вот. Интересно, вот эта партия тоже, она вдохновляет меня. То есть вот эта декабрьская. Потом такая через год будет Магераму. Похожая. Да. Как бы, ну, я немножко это воспрял вообще. Там, у меня там уже работа построена была уже хорошо. Уже. К этому моменту уже все как бы Никитин окончательно как бы переключается. Да? Ну, потому что вот эта конфликтная ситуация его с Карповым, она как бы заставляет его как бы уже уйти из спорткомитета, из шахматного клуба, ну, вот из шахматного отдела спорткомитета. И он уходит в «Спартак», и, значит, начинается уже такая серьезная работа. Никитин, Шакаров, как бы, в принципе, вот это это мощная бригада для мальчика такого. Да, в общем, естественно. Да? Плюс занятия начинаются регулярные уже с Макогоновым. Вот как бы там, то есть я уже имею как говорится, ну, такая и команда, и плюс еще и, естественно, Ботвинник, как бы советами помогающий, то есть профессиональный шахмат. И к 1977 году, значит, как бы вот к началу, опять, я уже чувствую, что есть возможность сделать рывок. Но тоже испытание. Значит, я еду в Ригу на первенство СССР среди юношей в ранге чемпиона. Значит, да. Понятно, что любое другое место, кроме первого, будет неудачей. Как иначе? Просто нельзя же теперь пропускать его. Выиграл один раз, многие считают, случайно выиграл. Значит, я должен ехать и защищать свое звание. Но я приезжаю зато с новыми идеями. Значит, я, во-первых, D4 готов играть. Потом я играю защита Каракан. У меня тут появилась новая, значит, в репертуаре. И качество партии вот в Риге, оно, в общем, видно, что есть прогресс. Сразу большой прогресс. То есть я там выиграл в первом туре партию. Неплохую очень там вот новая идея защиты Алехина, как бы. Я вот выигрываю одесского шахматиста. Во втором туре выигрываю, по-моему, казахского шахматиста Романенко, по-моему. Вот. В третьем туре делаю ничью с Игорем Ефимовым из Тбилиси. Он тоже будущий, кстати, гроссмейстер. Ему, кстати, я проиграл в 1974 году на Олимпиаде. На Олимпиаде. На спартакиаде школьников, проиграл на спартакиаде школьников. Вот. Имел хорошую позицию, но что-то как-то вот не сложилось. Вот не решился там пожертвовать качество там. И, в общем, в итоге получается у нас во французской я пешку пожертвую, имею перспективную позицию. Но в итоге предлагать ничью, я соглашаюсь. Кстати, будет единственная ничья в турнире. Вот. Потом выигрываю я Ляна вот безумную партию в Каракане. Там такой острейший вариант получился. Он там играл с атакой. В общем. А партия еще примечательна тем, что после нее, значит, я первый раз анализирую с Талем. Появился Таль. Посмотрел на партию, ему очень понравилась партия. Значит, и вот начинается анализ, и присоединяется Таль, конечно. Этот момент такой был. И какой он был вообще в жизни? Не, Таль это особо. Мы про Таль еще поговорим попозже. Просто, да, первый момент был, когда я просто имел возможность посмотреть. Вот. Ну, любимое занятие, когда он подходит, говорит, вкусная позиция. Михаил Михайлович, вкусная позиция. Вот. А там действительно было вот это, там, жертвы, там куда-то все носилось как-то. Потом кончился Эшпилем, который я, в общем, хорошо выиграл, так вот, динамично. Вот. А в пятом туре будет партия, как бы она сейчас такая знаковая, там, для турнира, может быть, там, самая такая лучшая. А будущий гроссмейстер тоже Пигусов. Значит, он тоже с вами потом работал, да? Он потом со мной работал в 95-м году на матче с Анандом. Значит, да, я пошел D4. Значит, как бы, а новинок? Да, это, кстати, будет первый раз в официальном турнире, если не считать, конечно, вот закавказских игр, вот я играю D4, значит, да, и там, значит, дальше будет ферзевый гамбит, да. D5, C4, E6, конь C3. Конь F3, конь F6. Конь F3, конь F6, конь C3. Нет, стоп, нет. Я C даже буду брать здесь, я G. C4, E6, конь F3. Конь F3, конь F6, конь C3, конь D7. Да, конь D7. CD, ED. Да, CD, ED. Без слон G5. Карлсбад. Я Карлсбад всегда любил играть. Белый без слон E7, E3. Рокировка. Да, слон D3, C6, ферзь C2. Ферзь C2, ладья E8. Рокировка, конь F8. И ладья E1. Вот мне... Тут... Просто мне всегда нравилась расстановка. Как бы, в какой-то мере это еще влияние Ботвинника. Вот, мне нравилась расстановка, расставиться, значит, потом, значит, там, коня в центр. Значит, и в итоге готовить. Меня всегда больше интересовала попытка двинуться в центре здесь. Чем стандартная, здесь, да. Чем играть такой Карлсбад с этой. Было не так интересно. Вот всегда... Поэтому потом я даже коня на E2 начинаю ставить. Но здесь как бы ладья E1, тут есть сильнейший ход, видимо, конь E4, как бы.
Вот. Ну, там теория начинается целая, какие-то там у меня идеи были на тот момент. Вот. У Пегусов явно к этому был не сильно готов к варианту. Значит, он, играет здесь, он пошел конь G6, конь E5, конь D7 он сыграл. Да. Здесь, да? Слон E7, ферзь E7, F4, да? Ну, я был очень доволен. В этот момент уже все расставляется красиво. Значит, конь G8. Конь G8, E4. E4. Вот. Ну, тут, Пошло дело. да, естественно. Конь E5, Fe, слон E6. ED. Да? Да. Ну, черные должны бить на E4, там просто конь на D6 придет сразу. Значит, ED, слон D5. И я, значит, здесь бью на D5, конь D5, CD. Вот. Ну, надо сказать, что он в этот момент не то, что был доволен, но ему казалось, мне кажется, что ситуация более-менее как бы такая стабильная, потому что у коня есть поле Е6, как бы здесь какая-то линия открылась, пешка D4 может быть слабая. Но я тоже считал, что сейчас, значит, ну, естественно, туда на фигуру перебросить все, значит. И вот интересно, как мы играем в разные игры. Как бы. Вот он одну игру играет, а я просто играю вот сюда, значит, перевести все сюда. И вот это такая тоже вот характерна для стиля партии, значит, когда слон F5. Хороший. Да, слон F5, да. Ну, пока, значит, да, взяли, во-первых, под контроль поле. G6 ходить не хочется черными все-таки, потому что ослабляется все. А иначе надо как-то, в общем, раскрутиться. Значит, ферзь B4. Ферзь B4, ферзь F2, да? Да. Ферзь F2. Нет, ладья B1. Ладья D1. Ладья D1. Ладья D1. Да, правильно. Ладья D1. Ладье здесь, в принципе, делать особенно нечего, как бы, да, значит, здесь на этой линии. Она через D3 пойдет дальше, как говорится, на правильную стоянку, значит. H6. H6. И здесь ферзь F2. Ферзь F2, да. Ферзь F2. Прицелился. Да, естественно. Ладья E7, да, уходит? Да. Ладья E7. Ладья D3, да? Да. Да. Вот как бы... Все гармонично все, да. пошло. Да, все пошло. Ладья C7. Ладья C7, значит, ну, как бы линию свою захватывает здесь. Ладья B3. Ладья B3. Ну, вот, я не знаю, надо было это делать. Ну, выгоняю ферзя, чтобы не мешал. Значит, ферзь E7. Ладья G3. Маятник. Ну, все готово уже здесь. Значит, Все готово. Конь E6. конь E6. Вроде он тоже логично играет. Ферзь E3, да, по-моему? Да. Ферзь E3, король H8. Король H8. И H3 на всякий пожалуйста. Да, это вот, ну, не знаю, насколько нужный ход H3. Ну, я такие вообще люблю ходы, значит, убрать как бы... Тоже такой стилевой ход, знаешь, как бы, Да. на всякий случай. Король H2. Там. Ферзь B4 Ферзь он опять. B4. Ладья G4, да? Да. Ферзь B2. Да, ферзь B2, король H2. Король H2. Ну, это правильно? Я король H2. Да. Я уже не помню. Да. Король H2, да. Король H2. Он бежит обратно, ферзь B4. Да, он обратно ферзь B4. Слон D3, да? Да. Ну, вот. Подготовка. Все расставили. Ферзь E7. То есть, как бы все сделали свое дело. Он забрал свою пешку, да, значит, и ладья F6. Ладья F6. По голове. Последовательно. Конь G5. Ладья B5. А G, ферзь G5. И ладья продолжает висеть. Ну, мамац, там, король G8, по-моему, нам было, да, там, король G8, ферзь H4, да, по-моему? Ферзь H4, G6. Грозит ферзь H7 просто, да? Мат грозит, просто мат грозит. G6, и он пошел здесь. Не, он пошел ферзь A3 здесь. Ферзь A3 пошел, да. Уже ферзь тут не знает, куда Ферзь приткнуться. A3, да. И ладья F3. Ладья F3, да. Он торопиться некуда здесь. Торопиться не надо здесь, просто мы завершаем все. Ладья C8, или куда он там, ладья пошел. Он G6 тут пошел. Ж- Тут еще слон G6 получил, да. G6, слон На G6. всякий случай. Да, ферзь F3, ферзь H7 шах. Король G8. GF дался. Мне там 13 лет, в принципе. Это все-таки январь 77 года. Да. Ну, просто попробую по рейтингу партию оценить, потому что, ну, я понимаю, сегодня у них там многих по 2500 с лишним там рейтинги, да, значит, понятно, что рейтингов таких не было, но качество партии, в общем, мне самому приятно посмотреть. То есть, на самом деле, как бы, последовательная партия, как бы, исполняется все, как бы, вот все. И опять, стилевые уже особенности уже четко проявляются. В принципе, как идет концентрация фигур, значит, методичная, вот, и кончается все там прямой атакой на короля. Причем вроде бы, как бы, черные так, ну, все делали правильно, но защититься не удалось. Дальше будет две партии с шахматистами из Латвии. Значит, с Ланкой будет партия.
в 6-м туре. Каракан будет. Ну, он как бы уже готов был к Каракану, но тоже показательно, в общем, как бы тоже из новинок, которые мы там применяли. Просто вопрос именно, как показать, значит, взятие, слон F5, конь G3. Тогда же, ну, как бы вариант как бы теоретический. H5, слон H7, слон D3 взял. Там конь F6 или там ферзь C7, неважно. Да, Ферзь C7, ну, неважно. Там я просто ферзь C7, слон D2, конь F6, C4, E6, ферзь E2. Вот. И здесь, это, значит, это пока все по партии Карпов, Спасский Карпов. Там, 8-я партия, по-моему, матча была. Слон D6, конь F5, смотрел слон F4 Карпов. Ну, вот здесь вот как раз это вот то, что Шакаров придумал, да? Я не знаю, кто точно придумал. Шакаров сыграл несколько тренировочных... по переписке партий. И мы эту позицию подробно анализировали. Конь D6, ферзь D6. Ну, дальше надо белый играть 3-0, B5, G4, правильный ход. Ну, там в итоге ничья получается. Вот. А Лан, конечно, был в шоке, потому что вот что такое тут как-то... Тут вроде бы все достаточно просто, но тогда казалось невероятно взять слона, здесь под атаку встали. И, в общем, он делает какие-то ходы. Ладья H4. Ну, потом я играю B5. Вот, выясняет, что, в общем, черные быстро разрушают эту конструкцию, получают поле D5 для коня. Партию довольно уверенно выиграл. В следующем туре выиграл у Кенгиса. И после 7 туров у меня 6,5 очков. Я там уже просто... Да, уже оторвался. И в 8-м туре тяжелейшая партия с Артуром Юсуповым. В общем, на грани проигрыша стою. Более того, сейчас я недавно проверял, там черные Вадима форсированно выигрывали. Но он тоже, как бы, видимо, перенервничал. Он начинает перегибать палку. В общем, я как бы полностью потерял контроль и проигрывает. Я выиграл партию, все, и 7,5 из 8. Первое место за тур до конца. Подтвердил. Да, за тур до конца первое место. В последнем туре еще со стуру партия состоялась. В общем, прилично выиграл. 8,5 из 9. Первое место, 8,5 из 9 вообще. Ну, все вот вроде бы складывается, вообще лучше некуда. Тотальная доминация. Там, 13 лет, я двукратный чемпион СССР, причем с каким-то результатом феноменальным последним. И опять качество партии хорошее. То есть, что важно, это не просто как бы там победа, а вот есть что показать. То есть, там, Михаилу Моисеевичу, да? И Михаилу Моисеевичу есть что показать. Ну, дальше надо как бы опять смотреть на перспективу, а что, ну, надо же, нужны результаты еще как бы дальше. Значит, стал чемпионом, но я пока не мастер. Значит, на самом деле надо стать... Еще кандидат в мастера, еще, да? Я кандидат в мастера, еще надо стать мастером. Ну, кажется, что это вообще автоматически будет, значит, в Ленинграде, апрель 1977 года, отборочный к первенству мира. Но там такая ситуация, что надо проводить было 2 отбора. Значит, один до 17, один до 20. Значит, но Быховский, как бы, гостренер сборной СССР, он, значит, решил, что что тут 2 проводить, можно 1 провести. Потому что, ну, Юсупов, Ланка и я могли играть как бы до 17 лет. Вот. А остальные, там, значит, там Магерамов, Зайд, Далматов, Ермолинский и Харитонов до 20 лет. Как бы. Но учитывая, что результаты были уже сопоставимы, нас всех сводят в 1 турнир. Потом Сережа Далматов там заболел и выбыл из турнира, остается 7 человек. Ну, во-первых, я считаю, что я должен стать мастером в турнире. Это достаточно легко. Там, плюс 2 норма, там, в принципе. Так что, само собой, это должно произойти. Я уже в этом был уверен. И в итоге я набираю плюс 1. Значит, Артур выигрывает турнир с плюс 2, попадает на первенство до 20 лет. Я никуда не попадаю. Я автоматически получаю место до 17 среди лет. Кадетов, среди кадетов. Вот. Но я снова не выпал на норму мастера. На самом деле, в общем, такой был шоковый результат. При том, что мы много готовились. Кстати, первый раз, когда Никитин приезжает в Баку, я помню уже по-настоящему. Вот это, с Шакаровым у нас там сбор какой-то проходит. Мы что-то смотрим, там какие-то в русской партии, потому что Артур и Далматов играли русскую в Челябинске. Тогда начинаем актуально смотреть. То есть, в общем, мы готовимся серьезно к турниру. На турнире и Никитин, и Шакаров со мной, в принципе, не получилось все. 1977 год, в общем... Разочарование было. Потом мы играем на молодежных играх. Значит, молодежные игры. Сборная Азербайджана, там 4-2 состав. 4 мальчика, 2 девочки. У нас хорошая команда. Реально команда хорошая. Значит, я на первой доске, Эльмар на второй. Там,
Там была специфическая такая система, там, значит, полуфинальные группы, потом была как бы финальная группа, потом стыковочные матчи за первое место. Советские шахматы, это вообще разобраться в этом невозможно. В общем, да. Но, значит, в итоге мы попадаем в группу, значит, на следующий этап мы попадаем в Азербайджан. Мы играем, значит, там Грузия, Россия, вот, и Беларусь. И в итоге оказывается, что мы берем второе место в группе. И играли стыковочный матч за третье место с Москвой. Это единственная партия, которую я проиграл Далматову в своей жизни. Как бы это вот. Я играл с Далматовым, и Супов играл с Магерамовым. Значит, вот, мы матч на шести досках. Мы сыграли 3-3. Но третье место взяла Москва, потому что они выиграли на первой и второй доске. И Супов выиграл Магерамова, а Далматов меня черными выиграл. Вот. Наши ребята там отыгрались. По-моему, Лена отыграла с глаз, и, по-моему, кто-то из ребят, по-моему, Рачик Тавадян выиграл. То есть второй раз, на самом деле, наша команда не взяла медали из-за того, что я проиграл в последней партии. Как в 1974 году в матче с Грузией, так и вот здесь. Результат был катастрофический вообще. 4 из 7. Я набираю просто. Причем какие-то тяжелые партии. Ну, в общем, вот что-то опять не складывается. Вот трудно понять, почему не получается. Но работа шла серьезно. Работа серьезная. Может быть, это связанные вещи, что когда в таком возрасте так серьозно работаешь, может быть, играть трудно. Вот, наверное, опять требуется какой-то знаешь, какие-то пороги надо переходить. То есть должен накапливаться, и потом как-то должен быть какой-то такой взрыв, то есть переход на новую ступень качественную. А так же, как это было 76-й, начало 77-го года. А потом происходит какой-то плато наступает, причем видно, что как бы игра не идет, тяжело как-то. Вот вроде бы столько знаешь, столько идей, но как-то оно не складывается. Потом первенство мира среди кадетов. Уже официальное первенство мира. Со мной едет Быховский. Гость-тренер сборной СССР, в принципе. И какое вообще отношения с ним складывались? Нормальные, это отношения нормальные, в принципе. Да, понятно, все равно чужой человек как бы едет, да. Никаких сомнений, что я был там сильнейшим шахматистом, нет. Я думаю, я играл на голову сильнее всех остальных. Там в итоге Арнольдсон станет чемпионом мира. Одно дело играть сильнее остальных, а другое дело выигрывать турнир. То есть, на самом деле, опять я оказался не готов к этому. Занимать третье место в итоге. Полная катастрофа. Во-первых, Быховский еще страшно раздосадован, потому что как это так? Он-то ехал со мной уверенный, что там сейчас золото, естественно, премия, да, как могу не выиграть этот турнир? И во Францию съездить хорошо, и медаль золотую привезти, а тут неудача. При этом, чтобы еще было совсем неприятно, Артур выигрывает блестящий первенство мира до 20 лет. И вообще ситуация... Конкуренция тогда была очень сильная. С Артуром сильная была? С Артуром из Талматова, на самом деле. Ученики Дворецкого. А тут, я против учеников Дворецкого. Это постоянная конкуренция такая. Она в основном была заочная, но тем не менее все равно. И то есть, Артур чемпион мира 20 лет, международный мастер уже был автоматически. А у меня вообще что осталось? Мне 14 уже, уже на... Молодое дарование там не сильно тянешь, а я кандидат в мастера, и две неудачи на международной арене, надо задуматься о том, что делать дальше. Существует, наверное, такой был единственный критический момент, когда я начинаю думать вообще, а может, не получится ничего. Это как раз осень. Тогда, да? Осень 1977 года, надо понять вообще, что делать дальше. Надо последний раз попробовать. Надо стать мастером сейчас. Если я не стану мастером сейчас, буквально в течение ближайших полугода, то а что дальше? Значит, не получается. Ботвинник посмотрел на партии, в общем, он не был столь пессимистичен. Так, да. Кстати, я потом играю с Далматовым, тренировочные партии. В тренировочных партиях все хорошо. Я гораздо лучше склад тренировочный, чем официальные партии. И Михаил Моисеевич начинает работу, чтобы обеспечить мне турнир какой-то. Потому что, на самом деле, чтобы стать мастером, надо в турнире сыграть. Но в Баку уже турниров не будет таких, значит, надо искать турнир где-то в Советском Союзе. И Ботвинник, в общем, обращает внимание на турнир Минский. Тут Михаил Моисеевич, естественно, использует авторитет. Административный ресурс. Нет, ресурса у него не было административного. У него был именно авторитет. Контакт, да, он звонит, настаивает, но ему отказать не могут.
И, в общем, я знаю, что у меня будет в январе 1978 года у меня будет возможность сыграть в турнире. В полноценном турнире. Полноценном турнире. Юношеском никакого Кстати, вопроса, да? настоящий турнир уже с профессиональными шахматистами. Там никаких поблажек уже не будет. И вот осень 77-го очень напряженная работа. Там я здесь начинаю работать, как бы уже там все надо перелопатить, понять, почему не получается, как это все, как дальше выстроить свою жизнь, как бы вот именно вот шахматную. Вот. Никитин, Шакаров, Макогонов, Ботвинник, то есть все это снова как бы надо через себя пропустить, подготовиться. Вот. Снова попытки расширить репертуар, то есть анализы, смотреть, как бы там сейчас 77-й год, там эти матчи претендентов, смотришь за всем, как бы следишь, там, в общем, все. Очень много работаем. Вот такой важный момент, хотя партия тренировочная, но она меня вдохновляет. Мы, значит, играем такой легкий тренировочный матч с Магерамом, там несколько было партий в рапид у нас, вот так, это часовых партий. Но одна партия серьезная. Это серьезная партия. Я играю черными, ферзевый гамбит. Первый раз в своей жизни. На самом деле я знал, что играет Ильмар, и я подготовил, сам придумал идею совершенно по тем временам невероятную с жертвой пешки. Просто буквально там на самой ранней стадии. Конь с 3, d5, d4, слон e7, слон g5, h6. Или рокировка здесь? Рокировка. Рокировка e3, h6, слон h4, b6. Ферзь b3, слон b7. Популярная система тогда взял. cd-ed, ладья d1. Вот. Эта система, в общем, как бы Лугаевский ее ввел в большую практику. Значит, основная идея же простая, что надо воспрепятствовать ходу c5. Значит, в принципе, черные есть ходит c6, тогда белые ставят слон d3, рокировку делают, потом проводят e4, как бы вот такой стратегический план. Повторяю, вся основная идея не допустить c5. Вот я помню, я смотрел на эту позицию, подумал, хорошо, а если все равно сыграть c5? Ну, потом эта, на самом деле, идея, она будет уже отработана. Ладья e8, слон d3, c5. Вот. Кстати, я там и белыми так сыграю, потом с Белявским, в общем. Но в принципе, это, как говорится, это станет главным оружием черных. То есть это решает проблему. Но в тот момент меня интриговала идея просто пойти c5, в один присест. Вообще там Ильмар был шокирован. Значит, ДЦ, просто белый же ровно против этого готовится. И это чисто моя идея была. Тут я был страшно горд, что я что-то придумал сам такой. Парадокс полный. Да? И конь d7. То есть, ты знаешь, как играешь там староиндийскую ферзь, а потом начинаешь ферзь играть тоже как староиндийскую. То есть, на самом деле, просто открыться с фигуры все. Вот. Значит, идея была, что теперь, если конь d5, то конь c5. Там видно, что черный сразу получает богатейшую игру сразу. После cb, значит, ход был самый лучший был. Конь c5, собрался ходить ферзь c2, и дальше собрался ходить d4. Но этот ход, видимо, сильнее все-таки здесь побить АБ. Вот, как бы там... Потом уже компьютер-анализ покажет, что, видимо, у черного будет достаточно компенсации. Но вообще я хотел ходить d4, конь бьет d4, ферзь будет b6. Вот такую игру играть. Значит, белых 2 лишние пешки, но тут все, значит, как раз трудно развиваться. Сейчас ладьи выйдут по центру. Анализ потом показывает, что ход слон e2 дает белым перевес все-таки здесь. Белый жертвует пешку, но там тоже начинает свою атаку. Как потом Макогонов мне сказал, а если по слон e2 пойти здесь, в принципе, потом тут там сразу там как-то... Хотя он не любил считать варианты, но Владимир Андреевич сразу понял, что, в общем, есть как бы дефект позиции черных, что белый могут одну пешку отдать, и сразу начинает свою игру. После взятия, ладья g1, потом конь на f5 идет. Вот. Значит, Ильмар так посмотрел на позицию, вот, и решил не связываться. Что-то там с анализом. С анализом, да, значит. И сделал ход c6. Понадежнее как-то. Значит, я побил на c6, и он ходит конь d4. Вот. Тоже такой естественный хочется сделать. Нехороший ход, на самом деле. И тут начинается самое интересное. Слон бьет d4. Черный отдает слона, но с другой стороны, в общем, здесь нюанс. Белый король пока в центре. Понятно, что стратегически черным будет плохо, но пока надо рокировку сделать. Значит, после ЕД, ферзь G5 возникает некоторый дискомфорт. Другое дело, что так и надо было. Так и надо было пойти все-таки. Да. Вот. Но Ильмар пошел, ладья D4. Ему кажется, что, в общем, здесь ничего не должно быть такого страшного.
И с этого момента черный начинает... Вот это тоже типовая игра. То есть черный будет нападать, вот каждым ходом будет черный на кого-то нападать. Значит, будет постоянный процесс как бы идти нападение. Конь c5, ферзь d1, конь e6, ладья d2. Вот здесь как бы Эльмар на этом остановился. Ну, сейчас белые крепко стоят, пешка висит. В принципе, прорваться, как прорваться? d4. Вот так и прорвался. Так и прорваться. ЕД, ладья e8. Вот. Ну, в общем, король задержался. Значит, в принципе, ходить d5, как бы d5, значит, конь f4, слон e2 надо ходить, теперь уже придется ходить слон e2. Дальше, если не ошибаюсь, конь bg2 шаг здесь, конь g2, король f1 и слон d7. Если я правильно помню. Слон d7. Так, стоп, это вы анализ? Да. Слон d7, и теперь брать на g2 нельзя, ферзь g5 шаг. Да. Ферзь g5 шаг, и там дальше конец, то есть пешка. Вот. И Эльмар здесь, что он как бы делает ход, как бы, который он планировал, f2, f3. Ну, понятно, что там скрытые шахи, но тем не менее там достаточно белому королю убежать, все же на самом деле крепко стоит. Вот. Ну, я хода f3 не видел как-то, но интуиция подсказывает, что должно быть здесь как-то. Значит, да. И тут начинается такой каскад. Слон бьет f3. Ну, брать ферзем, конь g5 шаг, ферзя теряет белый. Да. Просто начинать брать надо пешкой только. Ферзь h4 шаг. Хода g3 уже нет, ладья f2. Конь бьет d4 шаг. Слон e2. Конь бьет f3 шаг. Король f1. Ферзь h3 шаг. Ладья g2. Конь h4. Напал. Ладья g1. Ну, что делать? Ладья g1. Ладья d8. Все подходит. Все подходит. Значит, ну тут ферзь a4 был сильнейший ход, в принципе, вот, который позволял, в общем, ну, у белых хуже, но, по крайней мере, борьба продолжалась еще. Но, на самом деле, это тоже психологически, это человек туда увести ферзя. Да. Хотя, на самом деле, он сюда переходит ферзь. Как бы. И тогда, скорее всего, там будут размены ферзя. Ну, черный, у черных разный ход. Ну, в общем, да. позиция там тяжелая у белых, но может будет сопротивляться. Но хочется ферзь e1 как бы покрепше. На самом деле, это покрепше, это создает здесь... Тесно всем да, скучно. Ладья d3. Еще ход такой. Ладья d3. Ферзь f2, еще конь f3. Вот такая картинная позиция. Картинная позиция. Вот. Делом некуда ходить просто. Реально некуда ходить вообще. Конечно, на ферзь g3, конь d2 шаг. Теряется ферзь. У меня ваша любимая партия. Конь f3, он пошел ладья h1, Эльмар, по-моему, да, здесь? Да. Ладья d3. Теперь просто пад. Ладья g1, снова и b5. Ладья h1, да. b5. b5. А 3 опять просто. 3 опять, да, все. Вот. Ну, партия, конечно, тренировочная, но вдохновляющая. Появляется ощущение, что это вот все уже можно. На самом деле, как бы, можно взять любые вершины, как бы, вот. Партия дает вот тот необходимый заряд, с которым я еду в Минск. Понятно, что как бы все равно там неизведанное, Минск, это опять другая, чужая территория, как бы очень сильные шахматисты все играют там. Но я туда еду с мамой, туда, в принципе, это самое, туда подъезжает потом Никитин. То есть, на самом деле, я все-таки не оторван от корней, как во Франции. Вот. А кроме того, вот по всему ощущаю, что как бы такая потенциально богатырская сила. Вот, что, значит, есть что продемонстрировать. Вот. Продолжаю очень много работать, как бы вот и дебюты разные смотрю, и, естественно, Миттельшпиль, вот все вот идут регулярные занятия, то есть вот, работаю очень много. Вот. И вот дальше начинается уже профессиональная жизнь. Минск, 78, январь.